Всем доброе утро! Меня зовут Юлиана Титаева. Я руководитель агентства по развитию двустороннего сотрудничества Россия-Бразилия и агентства Freedom Marketing и PR. И мы здесь, в центре города-героя Москвы, перед Большим театром, с одним из лучших геополитических аналитиков, великолепным журналистом Пепе Эскобаром. Пепе, огромное спасибо за ваше присутствие, это большая честь. Доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, Юлиана. Доброе утро вам всем. Мы находимся перед Большим театром, где танцевала Майя Плисецкая. Театр, который посетил Фидель Кастро во время одного из своих визитов в Советский Союз, чтобы увидеть балет с Майей Плисецкой. Сегодня мы будем беседовать о международных отношениях и геополитике, гуляя по улицам Москвы. Сегодня единственный день, когда холодно. Единственный. Но лето уже на подходе. Скоро будет 22-25 градусов. Но мы же не сдадимся, верно? Нет. Тогда пойдемте по улицам Москвы и покажем красоту этого великолепного города. Идем? Пойдемте. Добро пожаловать в центр Москвы. Та башня, которую вы сейчас видите, это одна из башен Кремля. Здесь сконцентрировано, просто невероятное количество истории. Здесь Большой театр, рядом ЦУМ, являющийся одним из лучших универмагов на планете, где есть буквально все. Вот отель «Метрополь», один из самых красивых арт-деко отелей мира, где наши друзья Ленин и Троцкий провели какое-то время. Он до сих пор является одним из самых известных отелей мира. Здесь у нас пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дядюшка Маркс. И там позади Государственная Дума. А за всем этим, конечно же, Кремль и Красная площадь. Все это практически мой район, потому что я арендовал студию рядом с Покровкой. Отсюда буквально 15 минут пешком. Вы видите, вдалеке там ФСБ, бывший КГБ. Таким образом, мой дом находится в 15 минутах ходьбы от Лубянки, так что я хожу здесь каждый день. Можно сказать, это как наша площадь Республики в Сан-Паулу. Самое центральное место города. И здесь вы вдыхаете атмосферу истории не только за последние 100 лет, но, возможно, за последние 300-400 лет. Особенно гуляя вокруг Кремля. Там позади также есть абсолютно удивительный парк, до которого мы сможем дойти. Если вы хотите понять русскую душу и русский дух, то просто гуляйте здесь каждый день. Особенно ночью или рано утром, когда на улице никого нет. Вот так. Москвич из Бразилии встретился с куриокой из России в центре Москвы. Это точно. А теперь мы будем серфить на Красной площади. Пепе, тема нашего сегодняшнего интервью — геополитическая стратегия России и мягкая сила нашей страны. Да. Но я хотела бы начать с самого начала, то есть с теоретической части. Окей. Дайте, пожалуйста, определение геополитики, и, вероятно, также существуют различные ее типы. Безусловно. Их как минимум 3. Ну ладно, кратко и прямо по делу. Геополитика, как направление политической мысли, появилась больше века назад. В основе современной геополитики лежат труды Маккиндера.
Хелфорда Маккиндера, который в 1904 году опубликовал знаменитую статью под названием «Географическая ось истории», которая проходит именно там, где мы сейчас находимся, в Центральной Евразии. Это все, что вокруг. И евразийский народ, образовавший Россию, которая за последние века стала империей, простирающейся от одного конца Евразии к другому концу. Что касается Европы, Европа является полуостровом в западной части Евразии. В действительности же, земли от Лиссабона до Владивостока — это одна и та же территория. Также и в мировоззрении кочевников Центральной Азии было понимание, что если сесть на лошадь в Монголии, то верхом можно добраться до Венгрии. Очевидно, это возможно. Но вот в чем проблема. Она заключается в том, что мировоззрение Маккиндера было сформировано британским империализмом, который на момент выхода статьи в 1904 году контролировал 25% планеты. Таким образом, основным тезисом автора стало утверждение: кто контролирует Евразию, тот контролирует весь мир. Это Хартленд. Да, совершенно верно. Хартленд. То есть сердце Земли. И это как раз Евразия. Почти все великие цивилизации в истории возникли в Евразии, на западе Азии, на севере. Китайцы, которые находятся в правой части Евразии. Также Япония и так далее. Все. Иран, Древняя Персия. Все находились в Евразии. А на этом полуострове, на западе Евразии, возникла греко-римская цивилизация, являющаяся основой современного Запада. И все это в одном географическом пространстве. Проблема в том, что англичане под этой формулировкой подразумевали то, что Англия должна завоевать и контролировать Евразию. Затем американцы переняли эту идею и сказали: «Нет, мы, как наследники Британской империи, должны завоевать Евразию». Отсюда и Вторая мировая война, и последующая Холодная война. Но это, знаете ли, длинная история. Не будем в это углубляться. Итак, вкратце, Россия находится в самом сердце Евразии. Россия видит свою историческую роль как великой евразийской страны. То есть Россия — это одновременно и Европа, и Азия. Это третья мировая сила. И это то, что основоположники евразийства начали концептуализировать с 1920-х годов в первые десятилетия прошлого века. Многие из них гениальны. Мой любимый — это Савицкий. Вы читаете, что Савицкий писал почти 100 лет назад, в начале 20-х годов. И это впечатляет. Очень впечатляет. Все актуально и по сей день. Он отлично понимал, как мыслит Запад. И он пытался сформулировать концепцию евразийства и роли России как третьего пути. Из современных мыслителей мне бы хотелось выделить Александра Дугина. Сегодня он является великим представителем неоевразийства, который адаптирует все эти идеи начала прошлого века к тому, что происходит сегодня. И поэтому он рассматривает происходящее как цивилизационную войну. У тысячелетней русской цивилизации есть много что предложить миру. Свою имперскую историю и, самое главное, особую концепцию мира, которая может занять такое же важное место в истории, как концепции Греции, Рима, Персии, китайских династий и других великих цивилизаций. Таким образом, укрепление внутриевразийских связей, центром которых является Россия, конечно же, неприемлемо для американских элит. Они всегда будут изо всех сил этому препятствовать. И это снова на 90% объясняет причину международного кризиса, в котором мы сейчас находимся, в этой новой холодной войне. Мы можем назвать это холодной войной 2.0, спровоцированной американцами, которые используют Европу как пешку на шахматной доске. В действительности это война американцев против России, которая в ближайшем будущем трансформируется, да уже начала трансформироваться, в войну против Китая. Вы сказали, что эта война перейдет на Китай. Да. Каким образом?
Американские элиты одержимы борьбой со своими конкурентами, разрушающими систему, созданную США в конце Второй мировой войны. Главный конкурент — это, конечно, Китай, потому что Китай стал крупнейшей экономической и торговой державой планеты. Стратегия Китая, если вкратце, заключается в том, чтобы вести бизнес со всем миром. Это не война. Не война против якобы террора, не санкции, не вторжение, не дестабилизация правительств, не смена режимов. Это деловые отношения. Россия же в этом плане, конечно, концептуально другая. Но борьба американских элит с Россией — это плоды мышления стандартами холодной войны. Китайцы очень дипломатично указывают на это, имея в виду: «Эй, нужно избавиться от этого мышления холодной войны». Китайцев, так же как и русских, американцы приравнивают к абсолютному злу, особенно из-за маоизма и образования Китайской Народной Республики. А, эти красные коммунисты. Это все по-прежнему находится в сознании американских элит. Это никогда не изменится, понимаешь? Реакция русских и китайцев на установившуюся моноцентричную систему международных отношений естественно. Рано или поздно вы должны были начать более тесно сотрудничать, чтобы это все изменить. Ключом к сегодняшнему стратегическому партнерству между Китаем и Россией является единое видение. Все, что у вас есть общего, в особенности исторические факторы последних 100 лет, которые толкают вас к сближению на пути к общей цели, а именно созданию мира, в котором гегемон более не будет контролировать мировую финансовую систему и систему международных отношений. Так что это полное совпадение интересов. Поэтому, когда вы видите Путина и Си Цзиньпина или министров иностранных дел двух стран, которые говорят: «Наши отношения никогда не были такими близкими», это правда. Это подтверждается фактами. И уровень анализа, как здесь, в Москве, так и в Пекине, очень высок. Вы проделали серьезную домашнюю работу, задействовали think tanks, то есть мозговые центры, привлекли лучших экспертов, обеспечили процесс обмена опытом. Я не имею в виду всех этих экспертов-атлантистов. Я говорю о больших мыслителях, которые видят глобальную картину международных отношений, сложившихся еще во времена Холодной войны. И они абсолютно ясно понимают, что американцы во что бы то ни стало хотят уничтожить союз двух держав — России и Китая. Почему? Да потому что они являются не только лидерами евразийских объединений, таких как Шанхайская организация сотрудничества, но и формируют связи на глобальном уровне. Это БРИКС. Это процессы объединения стран глобального юга. Россия и Китай формируют новый многополярный мир. Все это для Вашингтона ночной кошмар. Так, а что происходит с Тайванем? О, сложная тема. Нам понадобятся сутки, чтобы полностью раскрыть этот вопрос. Окей. В общем, китайский лидер Дэн Сяопин, когда начал проводить реформы в 1978 году, и сделал в этом направлении большой шаг вперед в 82-м. Ой, извините. Да, в 82-м, и потом еще раз в 92-м. Одной из идей, которые Сяопин внедрил с самого начала, стала концепция «одна страна, две системы». Первая система — материковый Китай, с его коммунизмом, который затем эволюционировал в то, что мы теперь называем социализмом с китайской спецификой. То, что они сделали, это адаптация социализма с использованием рыночных механизмов. Вторая система — это Гонконг и Тайвань. Фактически, это была одна страна с тремя системами. Это позволило обеспечить возвращение Китаю его исторических территорий, которые были украдены. Сначала Гонконг, это очень важно, затем Макао. Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году, Макао в 1999 году. Остался только Тайвань. Таким же образом, концепция «одна страна, две системы», применимая к Тайваню, в долгосрочной перспективе должна привести к мирному воссоединению и с ним. 2049 год, в который Китайская Народная Республика отметит столетний юбилей, определен как срок полного завершения проекта.
Китайские элиты осознают это очень ясно. Рано или поздно Тайвань вернется. Это будет реинкорпорация, и это будет мирный процесс. В основном коммерческий, дипломатический, то есть деловой процесс. Как обычно, бизнес. Да, как всегда, потому что процесс уже идет. Китай является крупнейшим инвестором Тайваня. Тайвань зависит от Китая в торговом плане и в плане обмена технологиями. Американцы смотрят на это все и говорят: нет, мы превратим Тайвань в Украину 2.0. То, что они делают с Украиной, это гражданская война между славянами, между родственниками, братьями-славянами, развязанная в украинско-русских землях, которые являются общим историческим пространством. Делается по логике Римской империи: разделяй и властвуй. Та же логика будет применяться в отношении Тайваня и Китая. В этом и заключается суть. Если вы не понимаете основы механизмов возвращения Тайваня в состав Китая, как это было заложено концептуально Дэн Сяопином, вы никогда не поймете тайваньский вопрос. Никогда его не поймете. История, которую американцы продают всему миру сейчас, гласит: нет, Тайвань — это страна, на самом деле не страна, свободная и суверенная. А Китай, понимаешь, приближается и собирается начать войну, хочет вторгнуться. Таким образом, все невежественные люди на планете покупаются на это. Это совершенно не соответствует действительности. То, что я только что попытался объяснить вам за 5 минут, является сутью вопроса. Я перечитываю то, что писал Дэн Сяопин в конце 70-х, 80-х годов и 90-х годах, перед своей смертью, когда Гонконг и Макао были воссоединены с Китаем. Так вот, и с Тайванем будет тот же самый процесс, но более медленный, постепенный и безопасный. Окей. Давайте поговорим о стратегии России. Хорошо. И о том, Да. что такое мультиполярность. Так, хорошо. Формирование мультиполярного мира, как я уже говорил, возглавляют две страны — Россия и Китай. У вас довольно схожая позиция, принимая во внимание культурные черты и исторические особенности русской цивилизации и китайской цивилизации. Сегодня отношения между вами очень близкие в различных сферах: внешнеполитической, военной, энергетической, коммерческой. И таким образом вы являетесь руководителями образующегося мультиполярного мира, где, в принципе, все нации и культуры будут иметь право голоса за столом переговоров. То есть все сидят за одним столом, каждому есть что сказать, предложить, и все будут выслушаны. Это абсолютно противоположно тому, что мы имеем сегодня: моноцентричную систему, контролируемую гегемоном. Иными словами, это может быть организовано не только китайцами и русскими, но и индийцами, турками, персами, латиноамериканцами и так далее. Но две основные державы, которые будут координировать этот наш экспресс-поезд в направлении мультиполярного мира, это, разумеется, Россия и Китай. Очень важно, чтобы такие решения принимались на самых высоких уровнях, начиная с президентов Си Цзиньпина и Владимира Путина. Далее над этим работают министерства и прочие уровни власти. А на межстрановом уровне — международные организации. Поэтому так важны БРИКС, БРИКС+, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Меркосур, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН. И мы также надеемся на возвращение УНАСУР. И оптимистический, но вполне реальный сценарий — это то, что уже в ближайшем будущем, скажем, до 2025 года, все эти организации смогут сесть за один стол и скоординировать скорейшее формирование мультиполярного мира.
Господи, холод ты какой. Это мне не Рио-де-Жанейро. Пепе, расскажите, где мы находимся? Мы в ГУМе. Возможно, в самом известном за пределами России со времен Холодной войны универмаге. Конечно, здесь тогда не было таких магазинов, как, например, Шанель, Диор и тому подобных. Здесь продавались в основном советские товары, и москвичи приезжали, чтобы купить все необходимое, вплоть до холодильников и, быть может, велосипедов. После 90-х годов ГУМ претерпел изменения и превратился в торговый центр западного образца, но при этом сохранил свою великолепную атмосферу. Здесь очень хорошо. В ГУМе замечательные магазины. Пожалуй, мой самый любимый — это гастроном, где можно купить лучшие российские и импортные товары. Все, что душе угодно. Это сердце Хартленда, сердце России, душа русского народа и государства. Дело крайне серьезное. Смотрите, вон там собор Василия Блаженного. Рядом расположен Кремль. За мной, вы, наверное, помните, что произошло несколько дней назад. Пиар-компания, провокация, в ходе которой 2 беспилотника были запущены в сторону Кремля. Точнее, в сторону купола Сенатского дворца. Там проводятся важные встречи. Это рабочая резиденция президента Российской Федерации. Наверху расположен официальный флаг России с двухглавым орлом, символом государства. Атака, конечно, была направлена не на Путина. В тот момент его даже и не было здесь. Он был в своей резиденции в пригороде Москвы. Это примерно 40 минут езды отсюда. Сенатский дворец — место рабочих встреч в течение недели. Атака произошла рано утром. Здесь проводятся важнейшие государственные встречи, в том числе заседания Национального совета безопасности. На самом деле атака с использованием беспилотных летательных аппаратов была направлена против флага. Один из дронов был перехвачен на подлете, а другой дрон был перехвачен прямо над куполом и упал, нанеся минимальные повреждения. Атака была направлена против символа российской нации. В конце площади находится исторический музей. Дело в том, что мы сейчас разговариваем с вами за 5 дней до Парада Победы 9 мая. Поэтому эти кадры, которые вы сейчас видите, очень редкие. Я бы даже сказал, почти исторические. А вечером здесь все закрыто, так как проводятся репетиции Парада Победы. А в течение дня можно подойти близко, чтобы насладиться видом Красной площади. Другими словами, все уже готово. Остаются только ночные репетиции. Это дает представление о сердце, душе и духе российского государства. Добро пожаловать на Красную площадь. Очевидно, что мир находится в процессе глобальных трансформаций. И Россия становится одним из центров нового мультиполярного мира. Да. Давайте поговорим о мягкой силе Мягкой силе. и публичной дипломатии. Ведь очевидно, чтобы занять лидерские позиции в этом новом мире, необходимо проводить информационную работу, Да, совершенно верно. объясняя свою стратегию, выражая свои мысли и объясняя позицию. Что такое мягкая сила, что такое публичная дипломатия и как Соединенные Штаты Америки используют эти инструменты в своей внешней политике. И что Россия должна делать в этом отношении?
não pode se basear apenas nas armas, na técnica e no dinheiro. Não pode. Ela tem que ser capaz de ser hegemônica nos valores, na cultura, no modo de ver o mundo. Ou ela não é hegemônica. России предстоит многое. Соединенные Штаты, американское превосходство заключается в большей степени не в экономике, хотя, конечно, в некоторых отраслях, таких как технологическая, они сильны. Дипломатическая сфера, они похоронили современную дипломатию. В чем американцы являются безусловными лидерами, это сфера мягкой силы. Они задействуют популярную культуру, средства давления и огромные деньги в работе по всему миру. Эффективности этих инструментов в особенности способствует то, что английский язык является международным. Это мировая операционная система. Ей пользуются везде, от Сахары до Сибири. И они очень хорошо умеют этим пользоваться. С помощью мягкой силы манипулируют миром в своих геополитических и геоэкономических интересах. Это включает как прямое, так и косвенное давление, иногда тонкое, иногда жесткое. Они используют музыку, которая интересна всему миру. Это поп, рок и так далее. Они используют кино, используют Голливуд, используют сериалы на Netflix. Они используют все. К сожалению, Россия, и это связано с более чем 70-летним периодом существования Советского Союза, не понимает, что такое мягкая сила, и не умеет с этим работать. И именно этому российская дипломатия и российские культурные СМИ должны сейчас учиться. Россия является мастером жесткой силы, но ей нужно практически с нуля научиться использовать русскую культуру для укрепления мягкой силы. Остальной мир, когда я говорю «остальной мир», это не пренебрежение. Я имею в виду, как сказал министр Лавров, большую часть мирового сообщества, примерно 80% населения планеты, их благосклонность и искренняя доброжелательность к России огромны. Это видно и в Латинской Америке, и в Африке, Юго-Восточной Азии, Китае, Центральной Азии. Но России нужно развивать этот свой потенциал, в том числе копируя некоторые механизмы, используемые Соединенными Штатами. Разумеется, я не имею в виду жесткие методы давления. Необходимо изучать, как использовать чрезвычайно утонченную, по сравнению с американской, русскую культуру для трансляции своих сообщений всему остальному миру. Вы находитесь в самом начале этого пути, но есть надежда на то, что развитие будет быстрым, учитывая факт, что Россия является членом всех важных многосторонних организаций, играющих важную роль в построении многополярного мира. Пеппи, пожалуйста, расскажите подробнее о том, как работает один из инструментов публичной дипломатии, активно используемый Соединенными Штатами Америки. Финансирование местных... Как это в переводе на португальский? ОНЖС. Да, точно. ОНЖС. Что значит НКО? Для чего они это делают и как это работает? И какое влияние это оказывает на внутреннюю политику страны? Это крайне важный вопрос. Фактически, они используют некоммерческие и неправительственные организации по всему миру для укрепления мягкой силы и вовлечения других стран в свою культурную и информационную повестку, как они это называют, американские программы. Они говорят, мы поможем вам транслировать ваши идеи обществу.
Но при этом эти идеи формируются и интерпретируются так, как необходимо США. И для этого подключаются все средства и инструменты, а именно большие бюджеты, организация мероприятий, размещение рекламы и объявлений, вплоть до производства футболок и кружек для кофе, да, собственно, что угодно. Другими словами, Спонсируют СМИ. спонсируют СМИ, да. То есть используют весь ряд маркетинговых инструментов, включая влияние на СМИ, и транслируют собственные сообщения, превращая их в общественное мнение. Могу привести конкретный пример. За этими событиями я наблюдал очень внимательно, поскольку жил в Гонконге в то время. Цветная революция Гонконга 2019 года, как и все прочие, была организована посредством мягкой силы. Штаты колонизировали умы местных школьников и студентов, успешно транслировав идею о том, что Гонконгу нужна настоящая демократия, а Китай против этого. Это была идея американцев. И эти молодые люди, на которых в течение нескольких лет оказывалось информационное воздействие, доносилось это сообщение, они поверили в эту историю и приняли американскую игру, думая, что борьба за демократию — это их собственная идея. Я беседовал с некоторыми из них. Они даже на континенте никогда не бывали, не знают, что такое Китай и как работает китайская система. Но их убедили американские неправительственные организации, координируемые американским посольством в Гонконге. Другими словами, это была пропагандистская кампания, осуществленная инструментами мягкой силы, относительно скрытая, но достаточно эффективная, чтобы почти свергнуть правительство. Вот это классический пример применения мягкой силы через систему НКО для организации цветных революций. Таким образом, местные институты транслируют обществу необходимые сообщения, сформированные американцами. Россия должна действовать иначе, популяризировать русскую культуру, использовать свой цивилизационный опыт, русскую модель, транслировать то, что она уже является многополярной страной с 50, 60, да гораздо больше, чем 80 национальностями, которые можно встретить, путешествуя по России. В московском метро можно увидеть представителей всех российских народов, включая бывшие страны Советского Союза. Нужно продвигать именно это. Факт того, что у вас здесь уже есть этот многополярный мир, показывать это остальному миру. Говорить: смотрите, в стране реализована концепция, которую мы хотим построить в мире, который вы хотите построить с нами. У нас уже это есть, и это работает. Пепе. Говоря о мягкой силе, говоря о культуре, знаете, очень забавным представляется, как русских изображают в боевиках, в первую очередь американских. Ну да. Мы всегда такие неприветливые, суровые. Злодеи. Живем в вечно холодной России с тоталитарным режимом. Такой наш образ транслирует Голливуд. И знаете, весь мир, нет, конечно, не весь мир, но большая его часть действительно считает, что русские такие, и Россия такая. Какие русские на самом деле? Удивительный народ. Просто удивительный. Я влюблен в русских и в русскую литературу. Будучи подростком, я влюбился в русскую душу, читая Толстого, Достоевского, Пушкина и Тургенева. Потом начал знакомиться с русскими, путешествующими за границей.
А затем и сам начал путешествовать по России и уже знакомиться с русскими в их естественной среде обитания. И это смешение всего, такое многообразие. Русские, которые представляют из себя микс славян, монголов и татар, живут не только в европейской части, а также и в Центральной Азии, на Кавказе. Я встречал и общался с русскими в Грузии, в Азербайджане, в Туркменистане. Например, во время моей поездки по Туркменистану мой гид был русским. Он переехал жить в Ашхабад. Многих я встречал во время своих путешествий по Азии. Конечно, вы создаете прочные межличностные отношения, как китайская дипломатия people to people, которую часто упоминает Си Цзиньпин. Знаете, несколько моих лучших друзей русские. Я, наконец-то, смог начать с ними больше общаться в течение последних 2 месяцев своего пребывания в России. Я горжусь, что у меня среди русских много друзей. Они отличные ребята. Но когда речь заходит о спорных вопросах, они начинают говорить, как газета «Правда». Ну да, вы хотите, чтобы они говорили как «Нью-Йорк Таймс»? Для меня это начало новой жизни. Кажется, я уже упоминал, что теперь живу между Парижем и Москвой. Могу сказать, что здесь моя жизнь представляется более глубокой и значимой, гораздо более значимой. Это восхитительно видеть возрождение в своей жизни во взрослом возрасте, когда кажется, что ты уже видел все. Я осознал, что еще ничего не видел, только сейчас начинаю. То есть у нас с русских нет ничего общего с тем образом, который рисует Голливуд? Да выдумка это все. Этот образ был создан Голливудом во времена Холодной войны, Юлиана. Абсолютная ерунда. Помнишь сцену в одном из фильмов «Рокки», где в финальном бою Сильвестр Сталлоне дрался с Дольфом Лундгреном в образе русского? Это Голливуд. Это примитивное, карикатурное, упрощенное провинциальное представление о русских, которые американцы до сих пор продают всему миру. Или вот, например, сериал от Netflix, фрагмент которого мы с тобой сегодня смотрели вместе, где они еще в 2014 году показали конфликт России и Украины. Они заранее показывают то, что собираются сделать, и что в этой ситуации должно считать правдой. Или, знаешь, как показываются агенты ЦРУ или ФБР, это непобедимые боги, сражающиеся с мировым злом, воплощением которого почти всегда является Советский Союз или Россия. Но все, эта история окончена, потому что теперь наступило будущее. Вообще есть еще китайцы. Да-да, и, конечно же, китайцы тоже. Но теперь будущее принадлежит БРИКС и глобальному югу. Будущее — это расширенный БРИКС, в котором помимо текущих членов будут Иран, Турция, Пакистан, страны Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и так далее. И это неизбежно приведет к изменению нарратива, ведь он будет формироваться новыми акторами. Нам все это предстоит в ближайшие годы. Сколько раз вы уже были в России? Много. Моим первым серьезным опытом в России стало путешествие по Транссибирской магистрали. Отправлялся я из Пекина. Это, конечно, самый потрясающий способ приехать в Россию оттуда. И это было всего через 2 месяца после распада Советского Союза. То есть я приехал сюда, в Москву, и увидел то, что было невозможно представить. Я не знал никаких подробностей. Распад Союза случился во время моего большого путешествия по Юго-Восточной Азии, откуда я направился в Индию, затем в Непал и Китай. Детали происходящих событий были абсолютно вне поля зрения западных СМИ и локальных СМИ стран моего пребывания. Это был фундаментальный шок для меня. До этого в Китае я испытал позитивное потрясение от начинающегося интенсивного развития страны, а здесь я увидел последствия распада государства. Казалось, все население было на улицах города, в том числе бабушки с разбитыми куклами, которых они пытались продать, потому что у них попросту больше ничего не было. Нулевая точка отсчета для России — 1992 год. Эта история глубоко меня затронула, и тогда я принял самое важное профессиональное решение в моей жизни. Я понял, что должен жить в Азии и Евразии. В
1994 году я переехал жить в Юго-Восточную Азию. Моей задачей было детально и изнутри изучить всю Азию и Евразию, включая Россию. Именно этим я и занят на протяжении последних 30 лет. Таким было мое первое путешествие в Россию. Я и до этого бывал в стране, но был, можно сказать, проездом. Россию времен Горбачева по-настоящему я не видел. Первым серьезным опытом стала поездка 92 года, когда я оказался здесь сразу после распада Союза, и эта поездка повлияла на всю оставшуюся жизнь. Доминирование американского нарратива в Бразилии. Как вы считаете, насколько это затрудняет развитие отношений с другими странами БРИКС? Ситуация сложная, потому что бразильское сознание, по крайней мере в крупных городах, полностью колонизировано, завоевано американской поп-культурой. И это началось во времена Холодной войны, в 60-х, 70-х годах. Я тогда был подростком. Стандартом популярной культуры всегда считался американский. Конечно, были и хорошие вещи. Например, я люблю рок-н-ролл. Я вырос, слушая рок-н-ролл. И, как сказал Лу Рид, рок-н-ролл спас мою жизнь. Но рок-н-ролл не является институциональной американской культурой. Ведь все великие рок-н-ролльщики Америки были бунтарями и радикалами. И мое поколение восхищалось именно ими. Но американская институциональная поп-культура, включая телесериалы и Голливуд, завладела сознанием всего глобального юга на десятилетия. Поэтому любые скрытые сообщения с легкостью транслируются через, например, какого-нибудь харизматичного персонажа под известную песню в сериале Netflix. Никто вообще не думает, что там могут быть какие-то скрытые сообщения. Все происходит очень завуалированно. Ни одна другая культура на планете не обладает такой способностью к проникновению в сознание масс. Русским пора начинать использовать культуру для продвижения своего нарратива через, например, кино, телесериалы и популярную музыку. Китайцы начали пытаться, но у них пока, на мой взгляд, не получается. Южнокорейцы, вот, например, нашли свой способ. Они используют музыку, в частности, ставший феноменом кей-поп, передают свои сообщения через него, посредством кей-поп. Вы приезжаете в Нигерию, там слушают кей-поп, то есть это работает, есть способы. Для стран БРИКС, возможно, интересной идеей будут мультикультурные проекты. Например, почему бы не сделать совместное бразильское, индийское, русское телепроизводство? Почему бы и нет? Турки, например, снимают отличные теленовеллы, так же, как и бразильцы. Индийцы обожают эпические картины. Почему бы не объединить усилия и не создать совместное производство? Да у Индии вообще целый Болливуд. Вот именно. Ведь целая вселенная открывается для совместных мультикультурных проектов стран БРИКС и тех стран, которые вскоре вступят в Союз. Например, Саудовская Аравия и Иран. Вы только себе представьте проект с участием персидской культуры. Ведь это бесконечные возможности. Но это все только в будущем. Ведь сейчас на Netflix подобных сериалов нет. Их просто не снимают. Вы не увидите таких сериалов. Таким образом, существует огромное пространство для идей междисциплинарного и межкультурного совместного кинопроизводства стран БРИКС. Подобные проекты находятся за пределами модели Голливуда, находящейся в состоянии упадка. Сейчас существует только модель Netflix, и она гораздо более могущественная, чем Голливуд. Надо наладить производство контента, качество не хуже уровня Netflix, но при этом Netflix не быть. Сложно, но возможно.
Пеппи, вы, находясь здесь, в России, являетесь внимательным наблюдателем разворачивающихся событий. Расскажите, пожалуйста, что в действительности происходит с российской экономикой? Это очень важно. Прежде всего, коллективный Запад, то есть американцы и европейцы, использовали все существующие средства с целью уничтожения российской экономики в течение 3-4 месяцев. Об этом многократно заявляли лидеры и представители разных западных стран. Но давайте посмотрим, что происходит сейчас. Несмотря на это, российская экономика показывает рост в 2023 году и будет продолжать расти в 2024. Инфляция составляет 3%, что ниже, чем в любой стране Европы. Российская экономика выдержала все санкции, и сейчас уже начался процесс развития деловых связей с теми партнерами, с которыми до этого сотрудничество развивалось медленно, либо находилось в зачаточной стадии развития. Россия сейчас начнет работать активнее, чем раньше, с Африкой, Латинской Америкой, Юго-Восточной Азией, Азией. И отдельно стоит отметить, насколько ускорилось, по сравнению с предыдущими годами, развитие энергетических проектов с Индией. И все это происходит в условиях полного исключения российской валюты из международной финансовой системы, отключения практически всех российских банков от системы SWIFT. При этом собственная платежная система МИР также подвергается давлению. Так, в прошлом году в Турции функционировал МИР. Я видел много российских туристов, расплачивающихся отечественными платежными картами в Стамбуле. Американцы вынудили турецкие банки выйти из платежной системы. Теперь Россия и Турция разрабатывают альтернативную платежную систему. Чем сейчас заняты русские, китайцы и иранцы? Платежные системы каждой из стран планируется интегрировать между собой и после интегрировать с другими клиентами Евразии. Таким образом, главные страны БРИКС+ и Шанхайской организации сотрудничества смогут использовать платежную систему, которая будет служить всем. То есть русские компании смогут вести бизнес с Казахстаном, Вьетнамом, Индией, Бангладеш и другими странами, используя платежную систему, которая позволяет обойти американо-европейскую диктатуру. Так что возможности довольно большие уже сейчас, даже несмотря на то, что рубль квалифицируется американцами как крайне слабая валюта. Новая валюта, уже находящаяся в процессе разработки в рамках Евразийского экономического союза и БРИКС, в среднесрочной или долгосрочной перспективе станет валютой, вышедшей из западной системы. Главное — убедить китайцев в том, что это сработает. Когда китайцы увидят эту валюту и убедятся, что юань может войти в валютную корзину на основе товаров, золота или того и другого, они могут принимать участие в развитии этой валюты. Тогда они согласятся принять участие в этом деле. Тогда мир действительно разделится на две части с собственными финансовыми системами, потому что весь глобальный юг будет использовать эту валюту вместо доллара и евро, которые обречены на то, чтобы рано или поздно исчезнуть. Мы на этом пути. Займет много времени, конечно. Это сложно. Да, все спрашивают, когда это произойдет. Это не произойдет завтра, не произойдет в 24-м, в 25-м году. Этого не будет. Я бы хотел верить, что к 2030 году. Никто точно не знает. Но этот скоростной поезд уже покинул вокзал и движется в направлении точки назначения. Это самое главное. И это означает новые возможности не только для российского бизнеса, но и для стран глобального юга. В действительности, многие уже проводят платежи, переходят на расчеты в национальных валютах. Ждем появления новой международной валюты, которая исключит необходимость доллара. Этот мир создается на наших глазах. Ну что, прямо из Москвы, Из доктор Живаго. вместе с гениальным Пеппи Эскобаром, за ваше здоровье. Ваше здоровье. Спасибо, Пеппи. Спасибо, дорогая.